Привет, друзья! Координатор трюков, актер и режиссер Джефф Прюит родился в горах Северной Джорджии и окончил среднюю школу в штате Флорида. Он вырос, участвуя в гонках на мотоциклах с 10 лет и участвовал в турнирах по карате, в конце концов получив свой первый черный пояс по тонксудо. Еще ребенком он был впечатлен восточными единоборствами, когда смотрел знаменитые шпионские боевики, а затем посмотрел легендарного «Зеленого шершня». Этот фильм изменил жизнь Джеффа, и с этого момента он был одержим боевыми искусствами. Он изучил все книги Масутацу Аямы и стал его ярым последователем. К моменту юности Джеффа Прюита фильмы про кунг-фу гремели повсюду и везде, подталкивая молодежь идти в спортивные секции, и Джефф тоже пошел заниматься в одну из таких школ. Одним из первых тренеров Джеффа Прюита был чемпион в тяжелой весовой категории, а также офицер полиции Лоуренс Хафф. Джефф также лично знаком со знаменитым Чаком Норрисом и его разработанной системой боевого карате. Однако помимо этого в течение многих лет он тренировался с представителями различных боевых искусств. Во время учебы в колледже он начал работать ассистентом режиссера и эпизодическим статистом в кино и телевизионных программах. Далее Джефф наконец-то стал использовать свое спортивное образование для выполнения опасных трюков и для постановки зрелищных драк в боевом кинематографе. После переезда в Лос-Анджелес в конце 80-х Джефф воссоединился с режиссером, с которым работал в Джорджии, и начал ставить боевую хореографию для голливудских постановок. Джефф немного нервничал перед боем с Синтией Ротрек, а также боялся все испортить и подвести актрису, ведь она произвела на него хорошее и неизгладимое впечатление. Однако его назначили на роль ее противника и приказали поставить драку между ним и Синтией самостоятельно, позволив продемонстрировать ему несколько ударов ногами, прежде чем ее персонаж его вырубит. В то время необычный метод Джеффа Прюита по сочетанию боевых комбинаций с падениями и трюками с более приемлемым голливудским стилем считался очень неортодоксальным и непривычным. Потребовалось некоторое время, чтобы к его стилю адаптировались другие актеры и постановщики трюков. В те годы многие американские кинематографисты в боевых искусствах и трюках из гонконгского кино плохо что понимали и не хотели изучать это. Джеффу пришлось в процессе работы привносить новые элементы и адаптировать их под другую аудиторию. После серии успешных и знаменитых боевиков он стал режиссером и координатором трюков в известном телесериале «Могучие морфы рейнджеры силы», в котором он смешал традиционный стиль японского сериала с некоторыми боевыми трюками собственного производства. Это шоу стало одним из самых успешных проектов на телевидении. Джефф продолжал руководить и ставить хореографию, подстраивать и координировать действия для художественных фильмов, а также для клипов и многих телевизионных шоу, включая популярный сериал «Баффи. Истребительница вампиров». Он также работал с чемпионами по боксу и бойцами ММА и понимал, насколько скучно они смотрятся в фильмах. Все потому, что их учат драться по-реальному, чтобы прятать и защищать свои части тела, а не открываться перед противником и использовать быстрые короткие удары и захваты. Джефф считает, что киношная драка совершенно отличается от уличной или спортивной драки, и эти навыки, безусловно, должны быть выучены отдельно. Однажды Джеффу Прюиту предложили работу над фильмом «Кровавый спорт». Режиссер хотел, чтобы он сыграл главного героя. Однако актер повредил себе колено и на год выбыл из строя. В результате роль ушла к парню по фамилии Ван Дам. Джефф познакомился со своей будущей женой на съемках одного из его фильмов. София Кроуфорд видела Джеффа в Гонконге, когда смотрела «Миссию правосудия» и захотела с ним встретиться. Они вместе поработали над «Мечом чести», а затем Джефф попросил ее присоединиться к «Могучим рейнджерам». Он был влюблен в Софию, но при этом слишком застенчив, чтобы признаться. Однако через год или позже они начали встречаться. На данный момент актер продолжает свою работу и считается одним из авторитетных людей в Голливуде. Также Джефф разработал оборудование и снаряжение для трюков, которые сегодня используются во всем мире. Желаем ему новых успешных работ в фильмах. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.